Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре Chopper 3000 Fast. А это значит, что для меня это что-то новое, потому что я на нем еще не катался. Я полгода катался на различных наших БРах, на других моделях. А это кардинально что-то новое для меня, потому что форм-фактор, потому что вообще все здесь по-другому. Переднее колесо узкое, заднее широкое и так далее. Сегодня мы это все рассмотрим подробно, посмотрим на все детали этого скутера, проверим максимальную скорость и просто я проедусь и расскажу вам о ощущениях. Ну что, это канал Электроскутеры Skyboard, с вами Евгений. Мы начинаем в этом прекрасном месте. Больше года назад мы обзор снимали по этому скутеру, поэтому сегодня мы посмотрим, что здесь нового. Опять же, я тогда был как оператор, поэтому я на нем особо не катался. Тогда был Андрей, сейчас я лично посмотрю, что и как. Начнем с колеса. Переднее колесо узкое, 110/90/13. То есть 13 колесо вот здесь вот стоит, крыло черненькое в данном случае. Как собирать этот скутер я тоже уже выставлял, вы уже видели, как его собирать, если что. Поэтому на болтах не буду сильно заострять внимание. Короче, колесо, амортизаторы довольно жесткие амортизаторы по сравнению, например, с BR30. Эти гораздо жестче. Кому-то это хуже, кому-то это лучше, на любителя. В моем случае хотелось бы помягче, но если ехать вдвоем, то это самое то, поэтому не буду тоже здесь останавливаться. Если перейти справа по движению скутера, то здесь диск. Довольно большой диск с дырочками, то есть там все нормально охлаждаться должно. По крайней мере, тормозит он хорошо, я уже это прочувствовал. И давайте подниматься выше. Второй амортизатор, естественно, он стоит тоже. По фарам. Во-первых, это новенькая фара, такая здоровая, тяжеленькая. Это первое обновление, о котором я вам говорю. Довольно яркая, очень стильная и модная. И, мне кажется, гораздо лучше стандартной классической фары, которая была раньше. Мне очень нравится этот фонарь. Здесь также габариты, ближний свет, дальний свет. И еще по ободку этой фары такое свечение, это очень стильно, опять же. Стандартные поворотники, спереди, короче, все как обычно, правый, левый. У нас опять 40 градусов, поэтому это такой нехилый тест и для скутера, и для меня. Давайте продолжать. Форм-фактор этого скутера, это то самое первое, что манит вообще людей купить этот скутер. Мне лично очень нравятся эти изящные изгибы, все тютелька в тютельку хорошо сходится, все стыки аккуратненькие, сиденье довольно удобное. Да, оно на одного человека, но второе сиденье сзади, о нем поговорим чуть позже. Здесь сиденье, и под сиденьем первая батарейка, под ногами вторая батарейка. Подножки спереди, сзади у пассажира, они вот так отстреливаются. Очень классная, кстати, штучка. Вот такая. Странно, что не на всех скутерах такое есть. Думаю, сделаем в будущем. Насчет руля. Пойдем слева направо. Ручки очень удобные, такие сбитые. Я пробовал их оторвать, у меня не получилось. Тормоза стандартные, скайбордовские. Здесь бачки для жидкости DOT 4, которые поступают в ваши тормоза, тормозные колодки. И, короче, у вас все тормозит как надо. DOT 4 можно везде купить, с этим проблем нет. Кстати, вот тут накладочки вот эти снимаются, становятся красивей. Но у меня со склада скутер, поэтому я, в принципе, не хочу его пока царапать. Свет вкл-выкл, но оно не совсем так работает. Когда вы включаете зажигание, сейчас мы его включим, сначала подножки надо снять. Кстати, когда скутер на подножке, вы его не сможете включить, потому что защита от дурака стоит. Подножку подняли, теперь зажигаем. Мы можем смотреть свет. Видите, светится сразу ободок, просто потому что вы повернули ключ. Чтобы включить ближний свет, нужно нажать кнопочку черненькую. А чтобы включить дальний свет, нужно поднять ползунок вверх. Вот так вот.
Сейчас очень сильный день, я не знаю, как на камеру видно, я надеюсь, что все хорошо видно. Поворотники вправо, влево, гудок и зеркало. Двигаемся правее. Здесь штучка для телефона, держатель для телефона. Он делает вот так, это очень круто, на пружинке здесь. Но здесь еще есть зарядка 5 вольт 2 ампера для телефона, USB-шная. Поэтому любых размеров телефон сюда в принципе влазит. Заряжаться может и очень крепко держится. Я сегодня это проверю на скорости, увидите, держит вообще этот держатель или не держит. Итак, посмотрим на спидометр. Во-первых, здесь скорость обозначена, батарейка, вольты, расстояние и написано ready или не ready. Ну, короче, готовы вы или не готовы, можно ехать или нельзя ехать. А также здесь еще пробег всего и пробег за одну поездку. Вот такие вот дела. Справа тоже ручка тормозов, бачки с DOT 4. Еще у нас здесь туда-сюдашечка 1, 2, 3 это скорости. На первой скорости вы едете около 20, на второй около 40, на третьем максимум. А сколько максимум, мы увидим чуть позже на моем примере. Ну и выкл ключом. Естественно, вам дают два комплекта ключа. Ключ от зажигания, ключ от второй батарейки. И, по-моему, все. Это все ваши ключи, которые нужны для этого скутера. Кстати, пока я здесь, посадочка. Посадочка у скутера очень прикольная. Я пока что не ездил на дальние расстояния. Мы это посмотрим в следующем видео, когда я поеду в пробег на там 40 километров, на 50 километров. Но на перемещение, вот я сегодня проехал где-то 5-10 километров, и в принципе мне очень удобно, вот так сидишь вальяжно. Вот реально ты хочешь на этом скутере просто вот так сесть вальяжно, как байкер, не как байкер, а ты и есть байкер, когда у тебя этот скутер. Единственное, что может некоторых смущать, это то, что этот скутер не издает звуков, таких как... Таких звуков нету, но вообще я считаю, что чем тише транспорт, тем лучше. Амортизаторы довольно жестче, чем обычно на скутерах у нас. Я это сразу заметил. Заднее колесо довольно жестко пропускает всякие кочки лежачих полицейских. Но кому это хорошо, кому это плохо, я не знаю, тут по характеру. В принципе, если два человека едет, то это плюс большой, поэтому мне в принципе нормально. Подножки также отщелкиваются вот так круто. Блин, с ними играться можно бесконечно. Ладно, крыло. Крыло с прикольным вырезом. Здесь эти катафотики стоят, а сверху уже стоп. Сидушка для пассажира, на которой я ездил в прошлом году как раз таки с Андреем на обзоре. И это было в принципе неплохо. Два мужика, вот мы по 85 килограмм ехали спокойно. И, кстати, в этом случае амортизаторы очень даже хорошие кажутся, потому что они жесткие, и когда два сидят, они как раз так самое то. Поэтому, если вы два мужика по 100 килограмм, то вы можете спокойно ехать на этом скутере. Но обычно все скутеры рассчитаны на 200 килограмм, около 200, и поэтому смотрите там по весу. Если два мужика по 150 килограмм, то, скорее всего, скутер может как-то повредиться. Я просто плавлюсь от этой погоды. Мне уже нехорошо. Я уже 2 раза умывался, и камера постоянно вырубается, поэтому, если что-то забуду, пишите в комментариях, что я забыл сказать. Поворотники задние, это тоже небольшая обновочка, их не было, теперь они есть. Вот задние поворотники, такие же, как спереди, яркие, светодиодные, все хорошо и даже красиво так зажигаются. Здесь катафотик и стоп. То есть это и как габаритный сигнал, и как стоп, когда вы нажимаете тормоз, он загорается ярче. Все это видят. Сзади тормоза, такие же колодки, как и спереди, тоже масляные. Давайте посмотрим, что за отдел под вторую батарейку. В данный момент второй батарейки у меня нет, их еще не завезли. Но когда скутеры приедут в Россию, батарейки, естественно, должны быть. Здесь она будет квадратная, как у наших остальных скутерах. Здесь у нас контроллер, который защищен таким металлом. А здесь будет батарейка, вход для батарейки и предохранители. Здесь гораздо мощнее, чем были в прошлом году. Короче, на 63 ампера здесь вот написано в аббревиатуре. Вообще здесь снизу пластик, но для батарейки сделали такую металлическую подложку, чтобы батарея не пробила пластик ни в коем случае. Также дырочки для отвода воды. А я здесь колу свою храню вот так вот.
Ну и все, и закрываем, собственно. Теперь откроем этот отсек. Здесь у нас батарейка не такая, как обычно, не стандартная немножко. Вот так вот она. Это кубик такой получается. 20 ампер часов, 60 вольт эта батарейка. Здесь все провода уложены как надо, без всяких скотчев, на вот таких вот фишечках. Все стоит, и в принципе все аккуратно. Вот. Также здесь под батарейку такой пластиковый, как сказать, емкость, чтобы удобно было вот так вот вставлять. Ну а теперь, ребятки, самое интересное. Мы отправляемся в поездку, но сначала, как можно отправляться в поездку без музыки? Мы подключаемся к Bluetooth, который называется Bluetooth, по Bluetooth. И, соответственно, через Bluetooth мы включаем Bluetooth песню. Только такие песни напрашиваются для этого скутера. Простите, любители трэпа, сегодня не будет его. Сегодня будет old school. Ну и первым делом, ребята, давайте залезем на ступеньки. Ступеньки не сильно высокие, но довольно существенные. То есть, если вручную затаскивать скутер, будет как минимум неудобно. Давайте попробуем заехать на них. Вот так вот простенько. Опа! И без помощи ног мы заезжаем. Это хорошо, но это было на обычной скорости. Давайте на маленькой скорости с места попробуем. Но для начала спустимся отсюда. Как скутер? Нормально. Нормально. Гремит мой шлем, но не скрипит скутер. И это очень хорошо, потому что многие скутеры скрипят при таких нагрузках. Начинают скрипеть там. Этот пока что сбитый и не скрипит. И вот, не трогал ногами, не трогал ногами. Я думаю, вы все видели. И еще раз с места мы попробуем. Оба! И заехали. Была бы полная батарейка, мы бы еще лучше заехали. Сейчас у меня батарейка 58 вольт. Ну и показывает половинку. Но когда я разгоняюсь, показывает последнее деление. Поэтому мне, короче, не зарядили батарейку мои товарищи китайцы. Поэтому что есть, то есть. Но для вас это даже лучше. Вы будете знать, как он ведет себя при неполной батарейке. А теперь давайте прокатимся, еще что-нибудь поищем. Сейчас давайте сразу посмотрим, как он по камешкам ездит. Я, в принципе, никаких шумов не слышу уже. Но посмотрим, как отрабатывают амортизаторы. Сейчас. Да все хорошо, слушайте, я почти не трушусь. По таким камушкам мне довольно комфортно ехать, я не чувствую никакой дрожи. И вот сейчас, кстати, хочу еще сказать, что руль довольно хорошо поворачивается. То есть, точнее, легко. Возможно, его, конечно, можно сильнее закрутить, но мне нравится именно так. Руль легко поворачивается, увеличивается маневренность из-за этого. Тебе не надо прилагать усилия, чтобы поворачивать руль. Вот. Здесь начинается подъем. И давайте на первой скорости. Вот, на первой скорости. Все легенько. И вот вообще я не выжимаю газ на максимум сейчас. Давайте вот сейчас выжму. И он сразу начинает набирать. И вот те же 20 километров, которые он должен держать, он держит и здесь, на подъеме. Найдем лежачего. О, какая. Вот и лежачий, кстати. Давайте сейчас медленно. Ну, идеально. А сейчас попробуем на лету. Давайте, давайте, давайте. Слушайте, а удара-то не было. А ну давайте еще быстрее. Самую выпуклую часть ищу.
Вау! Слушайте, я подлетел вверх, но удара никакого не было, амортизаторы хорошие. Слушайте, я теперь точно могу сказать, амортизаторы мне определенно нравятся. Я был неправ, когда говорил, что они жестковаты. Это все оправдывается. Еще раз даже, давайте. Отлично. Это мой любимый вариант скутера для поездок куда-нибудь отдохнуть на речку, на море, на озеро или еще куда-то. Я отдаю предпочтение удобной посадке, нежели какому-нибудь багажнику и так далее. Мой лайк. А мы едем на скорость. Я сейчас состыкуюсь, нажму скрин экрана. Не знаю, видно будет на камеру или нет, но скрин я приложу, если что. На половине батарейки скорость составила 57 км в час. Это значит, что с полной батарейкой он легко разгонит вам 57, а то и все 60. Это стоит учитывать. Второй момент. Это реальный рок-н-ролл. Это реальный рок-н-ролл, если вы всегда мечтали о каком-нибудь Харлее, но не могли себе позволить, то вот вам Харлей, который не будет с вас тянуть деньги за бензин, не жрать по 20 литров на километр и будет ездить спокойно на электричестве. Плюс на него не нужны вся эта кипа документов, которая нужна для бензинового скутера. Короче, очень круто. Мне лично, мне просто очень нравится по моему характеру здесь включить вот эту музыку и просто едешь с ветерком, одеваешь вот такие очки и все. А все вокруг думают, что ты едешь на бензиновом, только почему-то он тихо едет. Что можно сказать по нюансам? Ну, он очень сбитый, нигде ничего не скрипело пока что, пока я ехал. Самое интересное, что посадка очень кайфовая пока что, пока я не ехал на дальние дистанции. На дальних дистанциях я вам потом скажу, что там случилось, не случилось. Сегодня предохранитель не выбило при этой 40-градусной жаре, а то и, по-моему, сегодня 42 градуса. Я просто расплавился, скутер. Нифига. Я очень рад обновлениям в виде фар. Это главная фара, это поворотники задние, это очень круто. Но если вы решили покупать скутер и не можете выбрать, то вы можете лично прийти в магазины наших дилеров и посмотреть на них. Вот этот список городов, ищите ближайший к вам, приходите, тестите, смотрите, щупаете наши скутеры, не только чопперы, но и все остальные. А если вам лень идти в магазин, вы можете зайти на сайт, где все подробные характеристики, возможно, даже о которых я не рассказывал в этом видео, вы можете посмотреть на сайте skyboard.store. Я с вами не прощаюсь, говорю до встречи, будем испытывать еще этот скутер, посмотрим, что из этого получится, а также еще есть кое-какие новиночки даже сейчас, в середине лета. Оставайтесь со мной, оставайтесь с нами, электроскутеры Skyboard, подписываемся и ставим лайки.